Ребята, всем привет! Кино, вино и домино. Татьяна Родина. И Евгений Азов. Сегодня мы поговорим о резюме, то есть мы расскажем вам, как его правильно составлять. Единственное, знаете, может быть такой небольшой нюанс. Возможно, в России совсем по-другому составляется резюме и совершенно другие правила. Но как это правильно делается в Америке, да, на какие моменты надо обратить внимание, мы вам сегодня расскажем. Информация от супернадежного источника. А супернадежный источник у нас это наш друг Влад, который очень серьезно занимается здесь актингом. И вот он, значит, присутствовал на специальных классах, где этому учили. И он по этому поводу сделал видео. И мы решили, для того, чтобы мы ничего не придумали, да, не изобретали велосипед, мы вам просто покажем его видео и будем его комментировать, то есть переводить, потому что он только на английском языке все это делает. So first, let's talk about what you need on your acting resume. It has to have 4 big sections in the following order: your name, stats, union status, contact info, credits, education and training, special skills. Первая категория на резюме – это имя, ваши данные, статус в юнионе, в профсоюзе, наверное, и контактная информация. И теперь поподробнее мы про них расскажем. Да, не надо писать свои, очень многие пишут цвет глаз, цвет волос, размеры зачем-то пишут, 90-60-90. Этого всего не нужно. То есть самая важная информация – это только вот то, что он сказал. Ваше имя, ваш union статус и ваши контактные телефоны, e-mail. You can use your actual name, or you can come up with a stage name, which is the name people will know you by in the industry. То есть вы можете указать свое реальное имя или псевдоним, который вы хотите, чтобы все знали в мире. Мы стали. Я Матильда Запупурская. Татьяна еще себя не придумала. The only thing that I have on my resume is my height. Because recently I heard from a casting director there is no need for your eye color or hair color or anything else because they can see it on your headshot. Из данных можно указать рост, потому что по хедшоту рост как бы не видно. А все остальные данные, глаза, цвет глаз, цвет волос, это, понятное дело, так как хедшоты сейчас цветные, это все видно, и поэтому это не обязательно указывать. Едем дальше. I don't have it on my resume, but if you are union or union eligible, you should include that. Указывать ли юнион или нет, если вы не состоите ни в каком профсоюзе актерском, то в принципе нечего указывать, да, его не обязательно. Но если вы уже имеете достаточное количество бумажек нужных, чтобы в него вступить, то можно указать, что вы eligible, то есть человек, который может вступить, вступить в юнион. If you have representation, you need to list the name of the agency, the name of your agent or manager, their phone number, their email, and their website if they have one. Если у вас есть агент или менеджер, то вы должны в резюме указать обязательно его контактные телефоны, не ваши, чтобы не с вами напрямую связывались, не в обход агенту, да, потому что они этого очень не любят. А вы указываете email адрес или сайт или контактный телефон вашего агента или менеджера. If you don't have representation, you need to list your phone number, your email, and your website. And please make sure you get a professionally looking email address and not this. То есть, если у вас нет агента, вы указываете свои как бы данные, телефон, e-mail, и вот Влад говорит, смотрите, чтобы ваш e-mail адрес выглядел очень профессионально, а не вот так. I love big butts. Ну, то есть я люблю большие жопы, да? Gmail.com. Now let's talk about credits. They're divided into 4 categories: theater, film, TV, commercials. Что такое кредиты? Кредиты – это список работ ваших, то есть где вы снимались. И вот он говорит, что они делятся на 4 категории, которые указываются в резюме. Театр, фильмы, ТВ-шоу, да, то есть сериалы, и реклама, в которой именно в этой последовательности. Сначала сверху театр, потом кино, потом телевизионные проекты и рекламы. Да. И еще сейчас там он скажет дальше. Но я с Владом вот общалась лично, и он сказал, что если вы, допустим, в театре вообще не играете, это вообще не ваше, то есть вы снимаетесь только в кино, тогда вы ставите фильмы над театром. То есть вот то, чем вы занимаетесь, оно идет первым. Если вы снимаетесь в сериалах, вот у вас там, блин, уже 40 сериалов, в которых вы снялись, тогда самое первое вы ставите сериалы, потом театр, потом кино. То есть по
значимости вашей деятельности. Sometimes there also could be a web series category, and the order of these depends on what career you're trying to pursue, and or the amount of credits you have in each field, except for commercials. Commercials are always at the bottom, as far as I know. Иногда еще туда включают категорию онлайн-проектов, то есть вот, допустим, у нас канал наш, это вот можно назвать web series, да. Или кто-то снял свой независимый проект и выставил у себя где-то на веб-сайте, это тоже считается онлайн-проект, его можно указать тоже в конце. И вот он сейчас еще раз сказал, что рекламы всегда всегда пишутся в самом конце. If you're a brand new actor, use anything that you've done live. Any school plays, any stage readings, any improv shows, that's all theater. Если вы указываете театр, то вы указываете, даже если вы в каких-то там школьных спектаклях играли, вы все равно это пишете в резюме, что я сыграл Джульетту там в 6 классе там, на каком-то там утреннике новогоднем. Ну, потому что если нет другого опыта, как бы, да, уже исходишь из того, что есть. Include if you've done any short films, student films, feature films. That's obviously film. То есть, если вы указываете фильмы, любой фильм, в котором вы снимались. Это может быть короткий метр, это может быть длинный, ну, то есть полный метр, это может быть любой там вообще, студенческий фильм, независимый, то есть любые фильмы, вы все это указываете, какую роль вы играли. This is self-explanatory, but if you don't have any TV credits, and 99% of new actors don't even use the header, because you don't want to leave it empty. See? It just looks weird. Смотрите, если вы не снимались ни в каких сериалах, а вот Влад говорит, 90% актеров не снимались в сериалах, то ничего вообще не пишите. Даже уберите вообще вот этот вот пункт, потому что вы не хотите, чтобы ваше резюме выглядело вот так. The one thing that's always the same on your resume is that you put upon request under commercials. It doesn't matter if you've done any commercials, if you haven't, you still have to put upon request. That's the standard. Очень важный момент, ребята, по поводу рекламы. Сейчас мы объясним почему. Я когда вот сделала свое первое резюме, да, я там написала все рекламы, в которых я снималась. Это ни в коем случае делать нельзя. То есть вы пишете, ну, как бы в английском, да, это говорится по требованию. То есть если кто-то захочет узнать, в каких я рекламах снималась, у меня сделают мне запрос, да, и тогда я скажу. Вот, то есть неважно, вот Влад говорит, неважно, снимались ли вы в рекламах, не снимались вы в рекламах, вы все равно пишете, что это по требованию. То есть вас спросят, вы ответите. Теперь объясним, почему это делается. Для того, чтобы не было конфликтов. Допустим, если вы снялись в рекламе Кока-Колы, и вы приходите на пробы на рекламу Пепси, чтобы не было вот этого конфликта, Pepsi не сможет вас просто использовать в качестве актера в своей рекламе, потому что вы уже предоставляли свои услуги в рекламе Coca-Cola. То есть это конфликт интересов. Скорее всего, вас даже и не выберут, и, может быть, даже и не пригласят, если вы пошлете свое резюме заранее. Вот это называется. Или если вы снимались, допустим, в рекламе, там, я не знаю, каких-то там кремов для загара, да, это была одна марка, а теперь вы хотите поучаствовать в такой же рекламе, только это будет другая марка. Тоже вас не возьмут. Но, в общем, это такой, знаете, хитрый способ это скрыть. Но все равно потом это выяснится, что одну ногу вы мазали Невеей, а вторую Дафом. Понимаете? Все равно это все вскроется. Но все равно. То есть это стандарт, ребята. Это просто правило, что когда вы пишете рекламу, вы не указываете никакие рекламы, вы просто пишете по требованию. For theater, film, and TV, there should be 3 columns each. The first one is the project title. The second one is the type of role that you played, not the character's name. Although for theater you would actually use the name of the character that you played unless you played multiple characters. Then you would write various roles. For film you would use lead, supporting, day player. For TV, series regular, recurring, guest star, or co-star. Make sure you know and use the right terminology. Когда вы описываете фильм, ТВ или театр, вы должны разбить это на 3 колонки. В первой колонке будет название проекта, фильма или спектакля. Во второй, в центральной колонке, будет название вашей роли. То есть не имя персонажа, а именно, допустим, главная роль или второстепенная роль, или эпизодическая роль. Да. Вот. Но Влад говорит, что когда вы делаете
упор на на театральное резюме, то вы там можете указать именно имя персонажа, потому что иногда это и есть как бы главная роль. Или вы там играете много разных персонажей, поэтому вы можете указать там Маня, Ваня, Федя, там список имен ролей, которых вы предоставляли. И в третьей колонке. And the third column should include the name of the director or production company. If it's a student film, then just put down the name of the school. В третьей колонке, ребята, вы указываете либо фамилию режиссера, либо продакшн, то есть те, кто выпускали этот проект. Ну, название компании. Вот у меня, например, есть два таких крутых кредита. Первый — это канал ABC, сериал Blind Spot, потому что я там 4 года отфигачила вообще как дублерша главной героини. Это, кстати, тоже учитывается, потому что мое имя тоже есть в кредитах. И второй — это канал Fox, сериал Gotham. И я там сыграла наемного убийцу. То есть это есть в титрах, да, в серии, это есть на MDB, и это есть в моем резюме. То есть звучит круто. Впечатляет. List any acting-related only education and classes that you've taken. Nobody cares about your high school, nobody cares about your degree in architecture, unless you're submitting for the character who's an architect. Then you might want to leave a note in the submission box if you actually think that your college degree is helpful and special to the character you're submitting for. Теперь образование и всякие курсы, которые вы заканчивали. Это очень важно, ребята. Я знаю, я разговаривала с кастинг-директорами, и первое, что они делают, когда берут резюме, они смотрят на ваше образование, education, что вы закончили, у кого вы учились. Но Влад говорит, что нужно указывать именно образование, которое относится к актерской карьере. То есть не нужно указывать, как вы учились там в школе. В школе, да. Или закончили какой-то там университет по классу архитектора. Да, то есть... Все, что касается только актинга. Да. Вот любые классы, любые курсы. И теперь еще очень важный момент, Влад об этом говорит, и нас об этом, кстати, спросили. Нас спросили, а можно ли привирать? Можно ли, например, написать, что я там закончил, допустим, вот такие классы или вот такие-то курсы, а на самом деле я на них не ходил. Так вот, я вам хочу сказать, ребята, что вы можете это делать, то есть вам никто этого не запрещает, до тех пор, пока вас не поймали. А поймают вас очень легко. Во-первых, это очень тесный мир. Казалось бы, да, Голливуд, он такой огромный. Ребята, поверьте, они здесь все друг друга знают. Кастинг-директора, агенты. Все они тут настолько варятся в одном котле, плюс вы никогда не знаете, этот кастинг-директор, возможно, с этим режиссером, по пятницам, там, я не знаю, бухают вместе, понимаете, или где-то там тусят. И вы как бы напишите, что вот я снимался там у такого-то режиссера. И кастинг-директор такой, правда? А ну-ка я сейчас позвоню, это ж мой дружбан, сейчас я ему позвоню и узнаю. Вот. Плюс, допустим, какие-то курсы, да, которые вы там учились. Вы учились, вы пишете, что вы там ходили, допустим, на классы там такого-то преподавателя. Вы понятия не имеете, что он там преподавал, как он преподавал. И вас вывести на чистую воду будет очень легко. Задать вам только один вопрос и все, и вы не знаете, что ответить. Поэтому врать можно, но не рекомендуется. То есть вы здесь можете себе уничтожить вот враньем, вы просто раз и навсегда уничтожите карьеру, потому что это расходится, вы не представляете, как вирус, ребята, как коронавирус разносится. Как только вас поймали на вранье, все, забудьте, вас вообще никто больше никуда не возьмет, только там какие-то третьесортные там фильмы, студенческие, индепендент и все. Поэтому лучше не врать, лучше все-таки на эти классы походить, чтобы их потом записать себе и не бояться, да, что вас там поймают. Anything special that you can do with your body. Horseback riding, knitting, burping on cue, farting on cue. That's all special skills. Ваши special skills — это значит особые ваши какие-то умения. Возможно. Например, там, Влад прям взял и с меня все списал. Я вообще там профессионально, да, horseback riding, да, то есть я верховой ездой занималась профессионально. Потом, допустим, вы умеете, там, я не знаю, там, жонглировать, это надо обязательно указать. Вы умеете ходить на ходулях, вы там стант, вы, я не знаю, вы вышиваете крестиком. То есть вы пишете все свои... Выпиливаете лобзиком. Да, в общем, все, что вы умеете делать, вы это обязательно пишете. И сюда же еще, по крайней мере, у меня в резюме, вот мне Влад делал мое резюме, то есть он еще туда обязательно указал, что у меня есть права, то есть я умею водить машину, он указал все мои языки, на которых я могу говорить, да, русский, украинский, английский.
потом все мои там, допустим, если я танцую, то в каких стилях я танцую. Не просто там dancing, все. Я танцовщица, зашибись. То есть он указал конкретно, вот в каких стилях я танцую. Все, что вы умеете экстра, все, что может быть интересно о вас, вы туда вписываете. This is my resume right here. I just wanted to share it with you guys. If you want to copy it to make yours look exactly like mine, please do, I don't care. I just wanted you to see how I formatted my resume. Вот, пожалуйста, он показывает свое резюме, как оно вот правильно составлено. И он говорит, если вы его скопируете, ну не в смысле возьмете его роль и скопируете, а если вы скопируете структуру, он говорит, я не против, пожалуйста, делайте это. I shouldn't even have to say this, but have a one-page resume stapled to the back of your headshot. If your resume is getting too big, start eliminating amateur and old credits. I have a headshot and a resume. I have everything on it ever since I started acting when I was 2 years old. Резюме должно быть только на одной странице и приклеено к... не приклеено, как бы прикреплено к фотографии вашей, к хедшоту. То есть, чтобы это не было, знаете, когда я очень многих русских актеров, я видела, когда это на 2-3 страницы резюме. Он говорит, если ваше резюме очень большое, то есть у вас слишком много ролей, вы должны выбрать только самое главное, самое то, что для вас вообще ну, просто такое значимое, но вы должны уместить это все на одной странице. Trim your resume to fit your headshot, which is supposed to be 8 by 10. I have a headshot and a resume. That's your resume? Yeah, I have my name on it. Something wrong. Бонус номер 2, да? Ваше резюме и ваша фотография должна быть совпадать, то есть чтобы это не было вот как он показал. И как мы говорили уже в предыдущем выпуске про хедшот, нужно будет обрезать бумагу, на которой распечатано резюме, под размер фотографии. Потому что она чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше. Be consistent in your formatting, because nobody wants to look at this. Он сказал, что у вас обязательно все должно быть одним шрифтом, потому что, вот как он показывал пример, там все разными шрифтами, и причем там строчки неровно все, то есть никто такое резюме смотреть не будет. Extra is not a credit. I know a guy who does background work, and he credits himself on IMDb. Meryl Streep doesn't have as many credits as he does. Массовка, ребята, это не кредит, то есть никакие массовки нельзя вписывать в резюме. Даже если у вас была очень feature role, то есть вас показали на весь экран, но вы не можете это вписывать в резюме. И вот мы знаем, у нас здесь есть товарищ один, мы его знаем, над ним все ржут, но его это, кстати, не останавливает. То есть он на IMDb кредит, он вписывает все. Просто вот он играл там пешехода, он это пишет. Он играл там, я не знаю, какой-нибудь посетитель бара, он это пишет. Метро. То есть пассажир метро. То есть он, ребята, он просто, у него там более 100 уже кредитов он себе написал. Ни один из них не подтвержден сайтом IMDb, потому что IMDb он подтверждает. И если ваш кредит не настоящий, да, вы сами себе его написали, там стоит такая галочка красная. И любой профессионал, да, любой человек, который в этом разбирается, он посмотрит, и он скажет, ага, это фейк, то есть он сам себе это придумал, потому что IMDb не подтверждено. Play with the font. If you don't have a lot of credits, but you don't want your resume to look empty, use a bigger font. And if you have too many credits, then maybe use a smaller font. But don't be obnoxious, make it readable. Don't make it look like this. Вот Влад говорит, что если у вас слишком много кредитов, делайте это все читабельно, да, или если у вас их очень мало, но ни в коем случае, чтобы у вас не было, вот, например, как он пример показал, смотрите, что он написал, такими буквами написано, что он закончил Нью-Йоркскую, фильм Academy, потом у него только школа, и потом его телефон и call me, понимаете, то есть такое резюме ни в коем случае не должно быть. В общем, следите за шрифтом, чтобы он был равномерным тоже. No typos! That's it. Старайтесь, чтобы не было ошибок, потому что никто не хочет читать неграмотное резюме, но это уже профессионализм. Don't lie. Don't lie about your credits. Don't lie about your training. Don't lie about your special skills. Just don't lie.
Не врите по поводу ваших образования, ваших кредитов и ваших special skills. То есть, если вы чего-то не умеете делать супер экстра классно, ни в коем случае не говорите, что вы там в этом профессионал. И Влад по этому поводу сделал, значит, такой юморный такой момент. I've been playing piano since I was 10. То есть он говорит, я играю на пианино с возраста, да, когда мне было 10. Все, что мы вам рассказали в этом выпуске про резюме, мы не знаем, насколько это вам будет полезно, если вы находитесь не в Америке. То есть мы вам рассказывали, и Влад, собственно, сделал свой выпуск, исходя из того, как составляется резюме именно в Америке. В Европе оно, может быть, составляется по-другому. В России и в Украине я уверен, что оно совсем по-другому. по-другому, да. То есть не воспринимайте наши рекомендации к своему резюме буквально. То есть исходите из того, где вы находитесь, для чего вы выпускаете свое резюме. Пожалуй, на сегодня все. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и все у вас будет кино, вино и домино. И не болейте. Пока.